Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео первое из серии цветочных девочек. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую девчушечку, колокольчик. Она совсем небольшого размера. По сравнению с остальными моими куколками, ее рост составляет 21 сантиметр. Туфельки у нее съемные, платье на пуговичках также съемное и вот такая съемная шапочка в виде колокольчика. Тело у нее идет цельно вязаное, вывязываем ножки, от них туловище, ввязываем ручки, шейку, отдельно вяжется голова и прикрепляется поворотным способом. Все подробно в видео об этом покажу. Из материалов необходимых: пряжа я вязала из Alize Cotton Gold телесного цвета, очень хорошо подходит для куколок, номер 382. Расход совсем небольшой на всю пряжу. Белый 55 и желтенький может подойти из Alize Cotton Gold, вот такой 187. Я же вязала из более светленького оттенка, это Yarnart Jeans, и, к сожалению, я не помню, какой это номер, потому что в палитре два цвета. Они примерно одинаковые, я не могу понять, какой из них, поэтому оставлю в описании под видео оба, а вы уже выберите, какой больше приглянется. Глазки размером 10 мм. Крючок я использую 2,25, это кловер, но можно взять обычную двоечку. Также потребуется наполнитель, проволока небольшая, примерно около 10 сантиметров. Рассчитывайте от середины головы до примерно 2/3 туловища. Где-то сантиметров 10, может быть даже меньше. И понадобится также пластырь. Обычный, бобинный, я покупаю его в аптеке. Все цвета, из которых связан колпачок, платье, получается зеленый, голубой. Также я буду вязать вторую куколку из вот таких оттеночков и оставлю в описании под видео. На этом все. Если какие-то вопросы в процессе вязания у вас возникают, какие-либо сложности, обязательно пишите об этом в комментариях, я всегда стараюсь на них отвечать. Приступаем к первой части. Всем приятного вязания. Начинаем вязать ручки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд. 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. Да, получился у нас первый ряд. Далее я обозначаю последний столбик ряду маркером, либо просто нитью контрастного цвета. Далее вяжем второй ряд. Нам нужно провязать 6 прибавок. Это получается, что в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. Провязываем в первый столбик первый, в эту же петлю второй. Это первая прибавка. В следующую петлю также первый столбик, второй, это вторая прибавка. Всего прибавок 6, в итоге количество столбиков в ряду 12. Следующие 3 ряда, 3, 4 и 5, провяжите по 12 столбиков без накида. По кругу, без прибавок, без убавок вяжем 3 ряда. В следующем 6-м ряду мы будем вывязывать пальчик. Провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем 4 столбика с накидом в одну петлю с одним общим основанием. Делаем накид, вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем 2 петли на крючке. Все, петлю оставляем. Снова накид, второй раз в эту же петлю вытягиваем нить, провязываем первые 2 петли. Третий раз и четвертый раз. Все в одну петлю. На крючке у нас получилось 5 петель, провязываем их вместе.
Дальше вяжем оставшиеся 10 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Получилось в ряду также 12 столбиков. Пальчик теперь поправляем, распрямляем. Вот такая деталь у нас с вами получилась. Вяжем следующий ряд. 7. 1 столбик без накида, убавка 4 раза. Первый столбик, убавка. Второй раз столбик, убавка. Третий раз столбик, убавка. И четвертый раз 1 столбик, убавка. Получилось сейчас 8 петель. Следующий ряд 8. Вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка ровно над пальчиком. Дальше провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем прибавку. И довязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. Получилось сейчас 10 столбиков. Можно добавить наполнитель как раз вот в эту нижнюю часть ручки. Дальше выше я уже не добавляю. Получается примерно 1/3 часть нижняя наполнена, все остальное пустое. Следующие ряды с 9 по 20 это 12 рядов, провяжите по 10 столбиков без накида. Вот так будет выглядеть деталь ручки после того, как провяжете эти 12 рядов. Провязали, теперь складываем деталь так, чтобы пальчик был ровно спереди. И довязываем столбики без накида до сгиба. У меня это получается 3 столбика. Первый, второй, третий. У вас может быть количество больше в зависимости от того, как сильно у вас идет смещение рядов. Вот так. Закончили прямо над пальчиком. Теперь нам нужно провязать с вами обе стороны столбиками без накида. Всего в ряду 10 столбиков. Мы сейчас с вами будем провязывать вместе детали первой и второй стороны, но провяжем только 4 столбика. Вводим крючок в следующую петлю. Здесь перед крючком одну мы пропускаем. Провязываем первый столбик в следующую петлю. Второй. В следующую петлю третий. И в следующую петлю четвертый. Вот так я ее провязываю. Вот что получилось. Делаем воздушную петлю, нить обрезаем и вытягиваем. Длину оставлять не нужно, хвостик достаточно оставить короткий, потому что ручки будут ввязываться. Такая получилась деталь. Вяжем 2 ручки. Начинаем вязать ножки. Набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Теперь в обратную сторону со второй петли от крючка провязываем в первую петлю прибавка, во вторую петлю 1 столбик без накида
И в третью, наша последняя в цепочке, мы провязываем 5 столбиков без накида. Первый в эту же петлю, второй в эту же, третий в эту же, четвертый и пятый. Дальше по второй стороне цепочки провязываем 1 столбик без накида в следующую петлю и в следующую, последнюю, провязываем прибавку. Первый столбик в эту же петлю, второй. Вот что получилось. В ряду у нас 11 столбиков. Здесь последний столбик я всегда отмечаю кончиком нити. Дальше следующий ряд вяжем второй. Провязываем подряд 2 прибавки. Первая прибавка, в следующую петлю вторая. Дальше 1 столбик без накида. И теперь вяжем подряд 5 прибавок. Там, где мы провязывали 5 столбиков в одну петлю. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая и пятая. Дальше провязываем 1 столбик без накида в следующую петлю и подряд вяжем 2 прибавки. Первая в последнюю петлю ряда, вторую. Вот что получается. Всего 20 столбиков. Вяжем третий ряд. 2 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй. Дальше провязываем прибавку. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Далее вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Второй раз 1 столбик, в следующую петлю прибавка. И третий раз 1 столбик, в следующую прибавка. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше вяжем прибавку и 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Закончили этот ряд, получилось 25 столбиков. Следующий ряд, четвертый, мы вяжем за заднюю полупетлю. Получается, переднюю оставляем, провязываем только за заднюю. 25 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, так до конца ряда. Провязали этот ряд. Следующие 2 ряда, 5 и 6, провяжите по 25 столбиков без накида, уже захватывая полный столбик. В 7 ряду провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Далее провязываем подряд 3 убавки. Первая, вторая, и третья. Вяжем 1 столбик без накида. Он находится ровно посередине ножки. Снова вяжем подряд 3 убавки. Первая,
вторая, третья. И довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Получилось 19 столбиков. В 8 ряду провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И подряд вяжем 4 убавки. Первая, вторая, третья, четвертая. Довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Получилось в этом ряду 15 столбиков. В 9 ряду провязываем убавку. Одиннадцать столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 и провязываем убавку. Получился ряд из 13 столбиков. Вот такая деталь. Можете уже добавлять наполнитель. Я это делаю чуть позже, иначе мне будет неудобно вязать. Следующие 2 ряда, 10 и 11, провяжите по 13 столбиков без накида. Провязали, деталь наполнили. Следующий ряд 12, провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 столбик. В следующую петлю провязываем прибавку. Закончили этот ряд, получилось 14 столбиков. 13 и 14 ряд провяжите по 14 столбиков без накида. В 15 ряду провязываем 13 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и провязываем прибавку. Получается в этом ряду 15 столбиков. Следующие 2 ряда, 16 и 17, провяжите по 15 столбиков без накида. В 18 ряду вяжем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10,
11, 12, 13 и 14 столбик. В следующую петлю вяжем прибавку. Получилось сейчас 16 столбиков. 19 и 20 ряд вяжем по 16 столбиков без накида. В 21 ряду провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй и вяжем прибавку. Далее провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем прибавку. Вяжем 5 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Закончили этот ряд. Добавляем наполнитель. Следующие ряды 22 и 23 провяжите по 18 столбиков без накида. 2 ряда. Последний столбик 23 ряда я не довязываю. Оставляю 2 петли на крючке. Присоединяем белую нить и довязываем столбик. Бежевый можно отрезать, хвостики сразу же ввязываем. Следующий ряд 24 провязываем 18 столбиков без накида белым цветом. Провязали. 25 ряд будет отличаться для левой и правой ножки. Первая ножка, которую вот вы начали вязать, первую связали, складываем ее, получается горизонтально, носочек смотрит вперед ровно. И нам с вами нужно провязать не полный ряд, а только до вот этой стороны. Получается в ряду 18 столбиков, нам нужно провязать меньшее количество. У меня это выходит примерно 13 столбиков. В общем, чтобы вязание заканчивалось вот этой стороны. Вяжем 25 ряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и 13 столбик. Складываем деталь и смотрим. Вот у меня как раз заканчивается там, где нужно. Теперь смотрите, как я заканчиваю вязание. Я просто вытягиваю нить, обрезаю ее и вытягиваю без соединительных столбиков. Дальше у нас с вами идет вот здесь первый столбик, вот здесь второй. Я ввожу крючок под второй столбик. Захватываю нить, вывожу ее во внутреннюю сторону. Ты, конечно, можешь делать иглой, это удобнее, наверное, но мне как-то привычнее крючком. Дальше вот этот последний столбик, который мы провязали. Здесь у нас идет передняя полупетля и задняя полупетля. Я ввожу крючок за заднюю полупетлю, захватываю нить и вывожу ее. Получается, нить оказывается ровно между этим столбиком, между передней и задней полупетлей. Все подтягиваю. И вот так красиво у нас заканчивается вязание. Ниточку прячу вовнутрь. Добавляйте еще наполнитель. Вот что получилось. При таком способе удобнее потом соединять ножки и вязать. Не получается вот здесь дырочки. Если вам такой способ не подходит, провяжите как привычно столбик соединительный, закрепите и обрежьте. Вот такая ножка, это первая. Все, мы ее связали. Дальше вяжем вторую и в 25 ряду с вами встречаемся, покажу, как связать его для второй ножки. Провязали вторую ножку, 24 ряда, следующий ряд вяжем 25. В первой ножке мы с вами 25 ряд до конца не довязывали, чтобы оказаться с вот этой стороны.
Во второй ножке мы 25 ряд довязываем полностью, это 18 столбиков, и плюс еще столбики, у меня это где-то 4, до противоположной стороны. Сейчас вяжем 25 ряд, 18 столбиков без накида, плюс необходимое количество до сгиба. Я провязала, у меня получилось 4. Вот так выглядят обе ножки. Первая заканчивается во внутренней части, и вторая заканчивается также во внутренней части. Начинаем вязать тело. Провязываем также от этой ножки второй, не обрезая нить, 3 воздушные петли. Берем первую ножку, и там, где мы с вами провязывали последний столбик, вот следующий после него, мы присоединяемся. Вяжем сразу же столбик без накида. Первый, в следующую петлю вяжем второй, третий, и так все 18 столбиков по первой ноге. 4, 5, 'Покручу, поверчу, чтобы вы видели, что я здесь навязала. Дальше вяжем 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик. Дальше нам нужно провязать 3 столбика без накида по цепочке из воздушных петель по одной ее стороне. Провязываем первый столбик, в следующую полупетлю второй, и в следующую полупетлю третий. Теперь нить затягиваем потуже, переходим к вязанию второй ножки. Присоединяемся в следующий столбик. Провязываем по второй ноге, также 18 столбиков. Первый, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик. Теперь нужно также провязать 3 столбика без накида по цепочке из воздушных петель по второй ее стороне. Первый, второй и третий. Вот что у нас получилось. Сейчас у нас с вами получилось 42 столбика без накида. Следующие ряды со 2 по 7, это получается 6 рядов, провяжите по 42 столбика. Получается по одной ноге, между, по второй ноге и снова между. Провязали, вот что у нас получается. Уже такая формируется симпатичная фигурка. Вяжем следующий ряд 8. Провязываем 5 столбиков без накида, убавка. 6 раз. Первый столбик, второй, третий, 4,
5 и провязываем убавку. Это мы провязали 1 раз. Еще 5 раз вяжем точно так же до конца ряда. И у нас получается 36 столбиков. Следующие 3 ряда с 9 по 11 вяжите по 36 столбиков без накида. Провязали. В следующем 12 ряду вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и убавка. Повторяем так еще 3 раза до конца ряда. И в итоге получится 32 столбика. Следующие 4 ряда с 13 по 16 вяжем по 32 столбика. Провязали 4 ряда. Дальше мы с вами вяжем 17 ряд. Провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше провязываем убавку. Убавка у нас находится сбоку туловища. Вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 столбик. Снова провязываем убавку. Также находится сбоку туловища. Довязываем до конца ряда оставшиеся 7 столбиков без накида. Закончили этот ряд. Следующий ряд 18 провяжите 30 столбиков без накида и добавьте хорошенько наполнитель, формируя нижнюю часть туловища. Провязали. В следующем 19 ряду мы будем вязывать ручки. У меня конец ряда ровно посередине спинки. Если у вас не так, то провяжите дополнительные столбики смещения. Получается, сейчас мы провяжем 5 столбиков, 4 столбика сбоку вместе с ручкой, 11 столбиков без накида по передней части, 4 с ручкой и 6 по спинке. Распределите, чтобы ручки у вас одинаково располагались, ровно там, где нужно, и начинаем дальше вязать. Пока что вяжем белым цветом. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 столбик, но его я до конца не довязываю, оставляю 2 петли на крючке. Нить белого цвета можно уже обрезать. И присоединяем телесную нить, довязываем столбик. Берем ручку, пальчик смотрит вперед и начинаем ввязывать, сразу же захватывая петли ручки и петли туловища. Провязываем вместе 1 столбик без накида, следующий 2 столбик, сразу же я обвязываю хвостики. Далее 3 и 4 столбик. Провязываем по передней части 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот этот 6 у меня находится как раз ровно посередине туловища. 7, 8, 9,
10, 11. Берем вторую ручку. Также прикладываем пальчиком вперед. И провязываем 4 столбика без накида, захватывая петли ручки и туловища. Первый, второй, третий, и четвертый. Довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Все, ручки ввязали. Вот что у нас получилось. Добавляем еще наполнитель. Вяжем следующие ряды уже на убавление. В 20 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге получится 24 столбика. Провязали, добавили наполнитель, вяжем следующий ряд. 21. Провязываем 1 столбик без накида, убавка. Далее вяжем 2 столбика без накида, убавка 5 раз. Так, первый столбик, второй и убавка. Вот 1 раз провязали, еще 4 раза вяжем точно так же. Провязали 5 раз. Дальше довязываем 1 столбик без накида. Закончили этот ряд, получилось 18 столбиков. Добавляем наполнитель. Следующий ряд, 22, вяжем 1 столбик без накида, убавка. И так повторяем 6 раз. В итоге получится 12 столбиков. Провязали. На этом этапе нам нужно с вами вставить проволоку. У меня она небольшая. Здесь проволока, обмотанная обычным лейкопластырем. Вот так выглядит коробочка, бобинный лейкопластырь. Может быть пошире, поуже. Дело вашего вкуса, как вам нравится, как удобнее. Простая проволока, сложенная в 2 раза, тоненькая и обмотанная. Для укрепления шеи, потому что без нее шея может заваливаться. На этом этапе вставляем проволочку. Не сильно глубоко, примерно наполовину, можно даже чуть-чуть побольше. Это удобно сделать сейчас и заполнить пустоты, которые образуются после того, как вы вставите проволочку. Чем делать после того, как мы сейчас еще вывяжем 10 рядов. Все, проволоку вставили, наполнили все части и вяжем следующие ряды. С 23 по 31 10 рядов по 12 столбиков без накида. Получается без прибавок, без убавок, по кругу вяжем 12 рядов. Проволочка должна закончиться как раз до 12 ряду, потому что после мы стянем отверстие, сделаем убавочку и закроем его. Провязали 10 рядов в высоту. Вот здесь хорошо не забывайте наполнять в процессе, чтобы не оставалось пустот. Довязываем заключительный ряд. Нам нужно провязать 6 убавок подряд. Первая убавка.
Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая убавка. Но шестую я уже до конца не довязываю. Получается, я вывязываю из нее просто сразу нить. Протягиваю. Воздушная петля. Нить обрезаем. Чуть подлиннее, чтобы хватило ее для стягивания. С помощью иглы стягиваем оставшееся отверстие. И вот такая у нас с вами фигурка получилась. Одна из самых маленьких моих кукол. Не припомню уже давно, чтобы вязала таких крошечек. В следующей части мы с вами свяжем голову, волосы и все это оформим и соединим вместе. Покажу вам этот замечательный способ соединения тела и головы.